Приветствую вас всех ютуберов. Меня зовут Евгений Мищенко. Я живу в Соединенных Штатах Северной Америки. И я нахожусь в штате Миннесота. Это самый северный штат возле границы Канады. Где-то 400 миль там, где я проживаю, от границы Канады, то есть это 650 километров. Я работаю в Миннеаполисе, но у меня есть дача, есть кусок земли, на который я приезжаю. И тут я отдыхаю, поэтому решил начать свой первый видеоблог вести, чтобы поделиться, показать, как я живу в Америке, чем занимаюсь. У меня участок земли 12,5 акров, то есть в гектарах это где-то 6 гектаров на небольшом озерке. Я приехал вчера со своим другом сюда на машине, мы проставили палатку и будем наслаждаться выходным, покататься на байдарках, да приготовить пищу на костре. Так что пошлите, я вам покажу свой участок, но сначала нужно трошки кофейка. Пока костер прогорает, давайте я возьму вас на маленький тур, показать свой участок. Вот эта южная часть моего участка, она упирается в шоссе здесь. И тут есть песчаная дорога. Идет справа, это земля бумажной компании. Они владеют ей уже последние 100 лет, так что разрабатывать землю никто не будет. Так что соседей не будет, наверное, еще много-много лет. Ближайшие соседи где-то, наверное, полкилометра от меня. В принципе, никого поблизости нет. Такое хорошее место. Только что шоссе проходит, иногда шумит ночью, когда в палатке спишь. Один из проектов, которых я хотел сделать на этом выходном, это посадить парочку деревьев. Я пошел в магазин, чтобы купить деревья, но они, к сожалению, такие дорогие. Даже те же самые сосны, которые у меня уже растут на участке. Наверное, вот как вот такую елку возьму, буду пересаживать. Мне просто парочку мест, где нужно посадить какие-нибудь деревья, чтобы вокруг ворот не могли объехать. В основном на участке много очень дуба. По-моему, называется красный дуб. Ну и кое-какие елки есть. В прошлом году установил вот такие калитки. У меня два выхода с моего участка. Одна вот это на южной стороне и одна вот там на северной стороне. Я теперь на северной части участка. Сзади меня дорога, с которой я прошел где-то, может быть, 9-10 минут ходьбы от шоссе до северной части. Вот эта граница проходит здесь, и вот у меня вторая калитка, то есть ворота, которые поставил. Когда я поставил, у меня одно из деревьев тут упало, и образовалась вот такая большая дырка, которую я на данный момент пока что завалил дровами, которые получил, когда разрезал дерево. Но вот тут я хотел какую-нибудь елочку посадить, чтобы она закрыла вот это открытие. Тут у меня спуск идет назад
там пониже уровень, там повыше. И вот там озеро, и вот там открытая такая полянка, где я начал снимать это видео. Когда я купил этот участок, тут уже был такой deer stand. Это платформа, на которую можно залазить, чтобы охотиться на оленей. К сожалению, охотиться с винтовки здесь нельзя именно на вот этом участке, так как она близко к шоссе. Но можно из лука и из ружья охотиться. Вон он, мой друг, уже проснулся. Наверное, там проверяет, что с костром, и начинает уже кофе готовить. Когда мы сюда приехали, мы привезли с нами байдарки. Сегодня утром пойдем на озеро покататься, может быть, попытаться рыбу ловить. Я еще ни разу там не ловил, но якобы есть щука там и sunfish. Sunfish — это для Миннесоты очень популярная рыба. Солнечная рыба называется. Вот у меня спуск к озеру. Давайте пройдем. Я как раз сейчас занимаюсь проектом построить дек, по которому можно проходить будет. У меня тут трошки такое болотистое место, поэтому в основном нормально, но за последнее время было очень много дождей. Поэтому некоторые места могут быть такие более грязноватые, если ступишь в них. Ну и вот такое озеро здесь. Когда я купил участок, то тут это все заросло вот такими кустами, так, деревцами, и что пришлось вырубать. Но вот 1 год я не стриг ничего, и уже сразу все назад возвращается, поэтому придется вот это все обстригать, чтобы открыть вот этот вид на озеро. Озеро само мелкое, оно может быть, большинство из него где-то 2 метра глубины, 2, там 3 максимально, но вот там в середине есть большая впадина, и там щуки, да, вот это sunfish, солнечная рыба, сидит. Вот там поближе, посередине, там небольшой такой островок. Каждый год на нем птица лун гнездится. Птица лун — это птица нашего штата Миннесоты. Также, когда я купил участок, было очень много заваленных деревьев, поэтому я с бензопилой пришлось разрезать. И у меня вот так по всему участку разложены дрова стопками. Ну, как раз очень удобно. Можно полить костер и не заботиться о дровах где угодно на земле. Все, кофе выпили, теперь будем готовить завтрак. Яичницу с помидорами и со спэмом. Спэм — это американская версия тушенки. Вот это спэм, очень популярная, была изобретена во время Второй мировой войны. Well, we're having spam this morning at our breakfast. Yep. Right on.
make this thing at home? Сейчас пойду проверю одно местечко, где находил лисички, грибы. Последнюю неделю были дожди. Посмотрю, если что-нибудь там есть. Вот сейчас иду по земле, вот эта, которая владеется бумажной компанией. И у них тут проходят сноубил тропинки, на которых зимой бросают сноубили. Летом никого нету, поэтому можно гулять по ним. И вот тут как раз грибы находил. Сейчас проверим. Кто-то как раз на земле поставил маленький охотничий такой домик, с которого можно сидеть, выглядывать и винтовку высовывать. Раньше тут его не было, кто-то похозяйничал уже. Как раз на этом месте и были грибы. Но пока что ничего не вижу. Вот как раз нашел. Все-таки есть старые лисички. Кое-какие есть молоденькие, более-менее, но видно, что они уже тут были где-то неделю или две. Вот еще лисички нашел в другом местечке, молоденькие совсем, всего, наверное, парочку дней давности. Так что надо будет запомнить вот это другое место, прийти еще проверить через пару дней. Зашел в другую часть леса, где сосны находятся. Выглядит как хорошая земля, где грибы, может быть, были бы, но пока что еще ничего не нашел. Тут очень много оленьих тропинок. Как раз легко ходить, потому что уже протоптали. Вот другой тип гриба. Эти я знаю, вроде бы съедобные. Они такие пружинистые трошки. Но я никогда не пробовал. Теперь я уже назад на своем участке. Как раз нашел. Вот лисичка растет. О, нашел трутовик. Как раз хороший очень такой гриб, который можно поставить на палку, запалить его, чтобы он дымился, и как раз комаров будет держать подальше, если нету ничего другого. Здесь на участке очень много лесного ореха. В принципе, вот это все сзади меня, вот это идет, это лесной орех. Так что к осени маленькие орешки попадаются. Ну, парочку мест нашел, какие грибы есть. Но нужно будет еще подождать, пока больше будет. Видно, что есть старые и есть совсем молоденькие, которые только-только начали вылазить. Через недельку, думаю, уже можно будет прийти собирать.